мои хорошие, вот оно ваше долгожданное видео. Сегодня я расскажу вам о питании до и после тренировки, какое оно должно быть, какова его калорийность, какая порция должна быть, какое ваше питание должно быть, если вы худеете или наоборот наращиваете мышечную массу. Интересно? Тогда продолжаем смотреть. Мне кажется, ни в одном разделе диетологии нет столько споров и противоречий о спортивном питании. Открываешь интернет и диву просто даешься, сколько разной информации. Один сайт говорит одно, второй говорит другое, то нельзя, это не ешь и так далее. И просто разбегаются глаза, и я понимаю тех девчонок, которые вообще практически ничего в этом не понимают, и сколько они ошибок могут совершить. Именно поэтому мне хочется рассказать вам информацию, которая действительно вам пригодится и будет вам только в пользу. Итак, начнем мы с питания до тренировки. Вы должны знать, что ваше питание зависит не только от вида ваших тренировок, аэробной или силовой, но и от времени ваших занятий. Многие любят заниматься по утрам, до завтрака, причем на голодный желудок. Так вот, мои дорогие, вне зависимости от того, какая у вас тренировка, силовая или кардио, за 30-40 минут до вашей тренировки вы обязательно должны сделать какой-то перекус в виде банана с йогуртом или овсянки с фруктами или каких-то батончиков мюсли. Даже если вы тренируетесь в 5 часов утра, никогда не начинайте тренировку на голодный желудок. Если вы худеете, вы должны понимать, что сжечь жир натощак просто бесполезно. Ваш организм нужно завести как автомобиль. Необходимые процессы в организме человека просто не запустятся без углеводной загрузки. А если вы тренируетесь в обед или вечером и после последнего приема пищи прошло более чем 3 часа, за 30-40 минут до вашей тренировки опять же сделайте небольшой углеводный перекус. Также перед тренировкой вы спокойно можете выпить чашечку кофе или чая, они помогут вам оставаться бодрыми и энергичными. Итак, вывод. Ваше питание до тренировки обязательно должно включать углеводы, которые помогут вам энергично провести вашу тренировку. А теперь самое интересное – ваше питание после тренировки. Если после ваших занятий вы чувствуете чрезмерную усталость и сильное повышение аппетита, такое впечатление, что вы готовы съесть слона, то, возможно, ваши тренировки слишком интенсивны, и здесь следует снизить обороты. Конечно, небольшое проявление аппетита возможно, но здесь самое главное не налегать на продукты, которые совершенно не нужны вашему организму. Неправильное питание после тренировки может просто уничтожить ваш результат, и калории, которые вы съедите, пойдут только в жир. Первое. Перекусить, я имею в виду маленький перекус в виде яблока или банана, после тренировки нужно в первые же 20-30 минут. Если этого не сделать, то тренировка теряет всякий смысл. Силы мышц не будет, восстановления хорошего в мышцах не будет, обмена веществ быстрого тоже не будет. В первые 20 минут после тренировки открыто так называемое послетренировочное, или, как еще говорят, углеводное окно для потребления белков и углеводов, но не жиров. Все, что будет съедено в этот период, пойдет на восстановление мышц и их прирост, а это очень важно. Если ваша тренировка утром, то завтрак после нее, завтрак, не перекус, о котором мы говорили, а именно полноценный завтрак должен быть после часа вашей тренировки. Преимущественно белковый в виде рыбы, мяса, творога, молочки с низким содержанием жира. Жиры после тренировки нам категорически не нужны. Их потребление нужно свести к минимуму. Они замедлят поступление углеводов и белков из желудка в кровь. В течение 2 часов после ваших занятий вам желательно исключить все, что содержит кофеин. Кофе, чай, какао и всякие шоколадки. Дело в том, что кофеин вмешивается в работу инсулина и таким образом мешает вашему телу перезагрузить гликоген в мышцы и печень и воспользоваться белком для восстановления мышц. Так что если вы тренируетесь по утрам, терпите 2 часа, а уж потом пейте крепкий кофе. И теперь, наверное, самый часто задаваемый вопрос – это что же все-таки есть после тренировки, если она у меня проходит в 6 часов вечера или даже позже. Самое главное, что я хочу вначале вам сказать, это то, что от вашей тренировки и до вашего сна должно пройти не менее 2-3 часов. Потренироваться, а потом сразу же лечь в баиньки нельзя. Ваше тело должно остыть. Давайте вспомним, о чем мы говорили с вами в видео о правильном питании. Ваше питание после 6 вечера в основном должно включать белки в большей степени и немножечко клетчатки в виде овощей.
Если же мы вечером после тренировки будем употреблять углеводы, то есть энергию, это просто нам будет бесполезно. Мы не должны есть углеводы, когда вот-вот мы ляжем спать. Мы будем спать, отдыхать, восстанавливать наши мышцы. Следовательно, для восстановления мышц нам лучше подойдут белки. Так что после вечерней тренировки больше внимания уделяйте белкам. Допустим, мясо нежирное, рыба тоже нежирная, молочко, яйца, творог. Все белковое с меньшим содержанием жиров. В идеале нужно сжигать 50% калорий, сожженных вами на тренировке. То есть, к примеру, если вы сожгли во время тренировки 600 калорий, то, следовательно, вы съедаете 300 калорий. После тренировки, как вы уже поняли, вам нужны белки и углеводы. Причем их соотношение может меняться от вида вашей нагрузки, силовой или кардио. После кардиотренировки 60% продуктов должно состоять из углеводов и 40% из белков. После силовой тренировки соотношение белков и углеводов меняется на противоположное. 60% у нас белков и 40% углеводов. Все эти соотношения касаются утренних и обеденных тренировок. Вечером, как вы поняли, белки у нас составляют около 80%. И всего лишь 20% у нас углеводы. Итак, я надеюсь, я разобрала все вопросы, которые интересовали вас по поводу питания до и после тренировок. И вы поняли, что самое главное не давать себе слабинку и питаться правильно, и знать, что ты ешь и когда ты это ешь. Питайтесь правильно, занимайтесь спортом и становитесь лучше. Всем удачи, пока!